Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня предлагаю вам вместе со мной приготовить праздничный торт. Недавно у нас с мужем был семейный праздник, вообще мы уже 15 лет вместе и недавно отмечали 11-ю годовщину свадьбы. И я хотела сделать максимально простой в приготовлении торт, но необычный и интересный при подаче. И выбор мой пал на итальянский свадебный пирог. Тем более сейчас разгар ягодного сезона и просто преступление не воспользоваться такой ситуацией. Кстати, такой торт можно приготовить с любыми начинками. Можно сделать голый тортик по типу торта цифра, можно сделать бисквитный с абсолютно любыми начинками. Я буду готовить именно бисквитный торт. И остановилась я на классическом бисквите. Так как торт в диаметре у меня будет достаточно большой, около 40 сантиметров, бисквиты я буду отпекать в два этапа. Соединяю яйца, соль, сахар, ванильный сахар и хорошо взбиваю до плотности. Пока яйца взбиваются, подготовим форму для выпечки. Размер моего противня 30 на 40 сантиметров, а тортик в итоге должен получиться в диаметре 40 сантиметров. Поэтому, как сказала ранее, я буду отпекать коржи в два этапа, и размер каждого коржа у меня будет 20 на 40 сантиметров. Из каждого коржа я вырежу полукруг, и потом соединю их вместе, и у меня получится круглый большой тортик. Из силиконизированной бумаги для выпечки я вырезала вот такую своеобразную форму. Размер ее примерно 20 на 40 сантиметров. И с двух сторон положила рулоны бумаги для выпечки, чтобы эта форма не разваливалась в стороны. Яйца хорошо взбились. Взбивались они у меня на максимальной скорости примерно 7-8 минут. Обратите внимание, след от венчика должен достаточно долго не растекаться по поверхности. Далее добавляем сухие ингредиенты, заранее просеянную муку и кукурузный крахмал. И осторожными движениями снизу вверх вмешиваем. Либо используем венчик, либо силиконовую лопатку. Если вы очень хорошо взбили яйца, то бисквитное тесто не опадет и все будет прекрасно. Но долго вымешивать его не нужно. Как только вы видите, что все комочки муки разошлись, достаточно. Обязательно проходимся вдоль стенок дежи силиконовой лопаткой, чтобы не осталось ни промеса. Бисквитное тесто готово, можно переходить к выпечке. Перекладываем его в подготовленную форму, распределяем равномерным слоем и отправляем выпекаться в заранее разогретую духовку 180 градусов, режим вверх-вниз без конвекции. Выпекаться бисквит будет около 20 минут. Пока выпекается первый бисквит, проделываем всю ту же самую процедуру и подготавливаем тесто для второго бисквита. Готовность бисквитов обязательно проверяем зубочисткой. Вставленная в центр, она должна выходить сухой и чистой. Даем бисквиту немного остыть, затем заворачиваем в пленку и даем отлежаться, как минимум 2-3 часа. Теперь подготовим конфитюр для начинки. Я беру 50 на 50 клубничное пюре и малиновое. Клубничное пюре это мои заготовочки, просто клубника пюрированная блендером, а малиновое пюре я приобрела в кондитерском магазине. В принципе, вы можете использовать любое ягодное пюре. Добавляем сахар, смешанный с крахмалом, и на среднем огне доводим массу до кипения. После закипания кипятим примерно 30 секунд, чтобы крахмал загустел. Снимаем, накрываем пленочкой в контакт и даем полностью остыть в холодильнике. В качестве крема я буду использовать крем-чиз на масле, так как мероприятие у нас будет на открытом воздухе, чтобы тортик пережил 40-градусную жару. Тут все стандартно. Сначала я взбила мягкое сливочное масло с сахарной пудрой и ванилью до пышного светлого состояния. И теперь добавляю творожный сливочный сыр. Как вы знаете, я уже очень долгое время использую сыр от производителя Чудское озеро и всегда вам его рекомендую. У него плотная текстура, поэтому этот крем подходит и для сборки, и для выравнивания, ну а также он имеет прекрасный нежный сливочный вкус. Еще раз все взбиваем до однородности и перекладываем крем в кондитерский мешок. Бисквиты, завернутые в пленку, у меня провели в холодильнике несколько часов. Вообще желательно классический бисквит готовить заранее, накануне, чтобы он хорошо отлежался, и тогда его проще нарезать, он меньше крошится. Теперь каждый бисквит я разрезаю с помощью струны, чтобы получилось два коржа. Каждый корж получается толщиной чуть больше 1,5 сантиметров. Из бумаги для выпечки я вырезала полукруг нужного размера и вырезаю бисквиты по этому трафарету. Торт диаметром 40 сантиметров я еще делаю и потому, что это максимальный размер торта, который поместится в мой холодильник. Но с этим получился огромный фейл, об этом чуть позже расскажу. В итоге у меня получилось вот таких 4 нежнейших бисквитных коржа. Теперь все готово к сборке торта. Единственное, нужно было придумать какую-то
подложку такого большого размера. И я ее сделала из подручных материалов. Взяла кусок пенопласта и обтянула его бумагой для выпечки. Здесь я собираю тортик и еще не понимаю, какую я большую совершила ошибку. Вы, наверное, уже поняли. Кстати, каждый корж я хорошенечко пропитывала, использовала молоко с добавлением ликера. А ошибка моя в том, что я сделала очень большую подложку, она у меня получилась диаметром чуть больше 50 сантиметров, и торт на подложке просто физически не поместился в холодильник. Благо, что я готовила торт в день прихода гостей, и поэтому спас меня кондиционер. Итак, я распределила небольшое количество крема по поверхности торта. Теперь делаю несколько бортиков для прочности, и все это пространство заполняю охлажденным конфитюром. А сверху выкладываю оставшиеся 2 коржа. Также их хорошо пропитываю и выравниваю тортик оставшимся кремом. А теперь начинается самое интересное – это украшение торта. И подобные тортики украшаются свежими ягодами. Мне, кстати, очень нравится вариант еще, когда украшают ягодами малины, устанавливают все малинки вертикально. Очень классно смотрится, но я решила использовать микс из ягод, и всего у меня ушло около 2 килограмм ягод. Можно, конечно же, украсить торт ягодами сразу, но вся фишка вот этого итальянского свадебного пирога заключается в том, что виновники торжества высыпают эти ягоды самостоятельно. Можно привлекать к этому гостей. Кстати, такой тортик не только на свадьбу подойдет, но и на любое мероприятие, на день рождения. Это прям такой очень интересный творческий процесс. Конечно, я очень переживала за торт, потому что после сборки он простоял несколько часов без холодильника. Правда, я на максимум просто выкрутила кондиционер, точнее на минимум, и плюс потом мы еще вынесли его на 40-градусную жару, но благо все обошлось. Еще плюс в том, что торт невысокий, если бы он был высокий, он бы, конечно же, поплыл. Но еще за счет того, что он не был в холодильнике, за эти несколько часов он прекрасно пропитался, получился невероятно нежный, и все гости остались в восторге. Очень надеюсь, что видео окажется для вас полезным, ну и как всегда желаю вам удачи на кухне, не бойтесь экспериментировать, скоро увидимся!